Привет, мои хорошие, с вами Ольга и канал Рукодельное счастье. И сегодня я предлагаю связать вам вместе со мной вот такой красивый бактус. Свой бактус я назвала «Яркая осень», потому что расцветка пряжи подходящая. Вязала я этот бактус из пряжи Yarn Art Flowers. Цвет 267. Здесь 250 грамм и 1000 метров. Состав 55% хлопок, 45% полиакрил. И вязала я крючком номер 3. На этот бактус размах крыльев 165 сантиметров, высота по центральной линии 63 сантиметра. У меня ушел один моток. Вот из одного мотка получился такой размер бактуса. Очень красивый. То, что вы сейчас наблюдаете, это изнаночная сторона. Вся прелесть этого бактуса именно в изнаночной стороне. В мастер-классе, который я показываю очень-очень подробно, вы все это увидите. Конечно, мастер-класс я записываю на другой пряже, но все подробно объясняю. Для тех, кому нужна схема, ссылка на схему внизу в инфобоксе, либо вы можете написать мне на электронную почту, я отправлю вам схему. Адрес электронной почты расположен также внизу в инфобоксе. Приступим к вязанию. Начинаем вязание нашего бактуса с магического кольца. Я уже сделала магическое кольцо. Так как из-за своих особенностей рук я не могу вам показать, как делать магическое кольцо, пожалуйста, посмотрите в YouTube, там очень много информации. Сделали магическое кольцо. Далее набираем 4 воздушные петли подъема. 4 воздушные петли подъема. Делаем еще одну воздушную петлю по узору. У нас получается 5 петель воздушных. Далее делаем накид на крючок, и вовнутрь магического кольца мы провязываем первый столбик с накидом, вновь делаем накид, и обратно вовнутрь магического кольца мы провязываем второй столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, и вновь 2 столбика с одним накидом мы провязываем вовнутрь магического кольца. Первый столбик и второй столбик. Далее набираем 1 воздушную петлю, делаем 2 накида на крючок, и в магическое кольцо мы провяжем с вами столбик с 2 накидами. Провязали первый накид, провязали второй накид, и затем провязали 2 петли на крючке. Все, наш первый ряд готов. Здесь мы можем затянуть наше магическое кольцо. Вот. Далее вяжем следующий ряд. Набираем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Переворачиваем нашу работу и набираем 5-ю воздушную петлю по узору. Делаем накид. И там, где у нас в предыдущем ряду, где мы с вами провязывали 1 воздушную петлю, у нас образовалась вот такая арочка. Под арочку мы с вами провяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Провязали с вами 3 столбика с одним накидом. Далее мы вновь делаем воздушную петлю и переходим к нашему центру. Наш центр на протяжении всего вязания бактуса будет неизменен. Под арочку из 2 воздушных петель между столбиками
под эту арочку мы с вами провязываем 2 столбика с одним накидом. Затем 2 воздушные петли. И вновь под эту же арочку 2 столбика с одним накидом. Мы провязали наш центр, центр нашего бактуса. Далее 1 воздушная петля, делаем накид и переходим к началу предыдущего ряда. Здесь мы вначале провязывали 4 воздушные петли подъема, и одна у нас 5-я петелька, вот она и шла у нас по узору. Так вот, под арочку, можно под арочку, а можно провязывать именно в 5-ю петельку, находить петельку, вот она, и провязать 3 столбика с одним накидом. Провязали. Далее делаем 1 воздушную петлю, 2 накида на крючок, находим 4-ю верхнюю петлю подъема, вот она у меня, и в эту 4-ю верхнюю петлю подъема мы провязываем с вами столбик с 2 накидами. Провязала 1-й накид, 2-й накид и 2 оставшиеся петли на крючке. Все, наш ряд готов. Вяжем следующий ряд. Вновь набираем 4 воздушные петли подъема. Набрали. Повернули нашу работу. Набираем 5-ю петлю по узору. Для начинающих скажу, что переворачиваем мы нашу работу так, как будто вы открываете листочки книги. Вот так. Делаем накид. Здесь у нас с вами опять же образуется арочка. Вновь мы под эту арочку провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязали. Далее провязываем воздушную петлю и переходим к следующей арочке из 1 воздушной петли, которую мы провязывали в предыдущем ряду. Также под эту петлю мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Вновь провязываем 1 воздушную петлю и переходим к центру. Под арочку из 2 воздушных петель мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика вновь с одним накидом туда же, под эту арочку. Провязали. Вновь провязываем 1 воздушную петлю и переходим к нашим арочкам. Под арочку также провязываем 3 столбика с одним накидом, следом провязываем воздушную петлю и вновь переходим к началу предыдущего ряда, да? Провязываем, находим 5-ю петельку, мы провязывали 4 петли подъема, и 5-я петля у нас шла по узору. Находим мы эту петельку, и в эту петельку, можно в эту петельку, я уже сказала, можно под петли, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1,
2, 3. Провязали. Далее 1 воздушная петля и 2 накида на крючок. В конце мы всегда будем заканчивать столбиком с 2 накидами. Находим 4-ю верхнюю воздушную петлю подъема и в нее провязываем столбик с 2 накидами. Один накид провязала, 2 накид провязала и 2 оставшиеся петли на крючке. Все, мы связали с вами еще 1 ряд. Далее вяжем с вами 4-й ряд. Набираем точно так же 4 воздушные петли подъема, переворачиваем нашу работу и набираем 5-ю петлю по узору. Делаем накид, находим нашу первую арочку и в арочку провязываем 3 столбика с 1 накидом. Провязали. Далее мы вяжем столбики с 1 накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Вот здесь у нас провязано 3, значит мы провязываем 3 столбика. Здесь у нас получилась арочка, потому что в предыдущем ряду мы провязывали 1 воздушную, значит сюда мы провязываем 1 столбик с накидом. Вяжем так до середины. Каждый столбик предыдущего ряда мы с вами будем провязывать столбик с 1 накидом. В этом ряду нужно всегда быть очень внимательным, чтобы впоследствии не пришлось распускать и перевязывать. Не забывайте про воздушные петли предыдущего ряда. Вот здесь у нас была воздушная петля, мы провязываем столбик с 1 накидом. Точно так же мы провязываем наш центр. Вот здесь у нас 2 столбика с накидом. Так, не захватила я ниточку здесь. Мы подошли с вами к нашему центру, к центру нашего бактуса. Также делаем накид и под арочку мы провязываем 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли и опять же под арочку мы провязываем 2 столбика с 1 накидом. Вот так. Далее продолжаем, как и эту половину. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбик с 1 накидом. Вот подошли мы с вами к концу ряда. В конце ряда мы в первую петельку, если считать отсюда, да, провязываем 3 столбика с 1 накидом. Ну, если считать отсюда, то это получается 5-я. Вот. Провязываем 3 столбика с 1 накидом. Вот. Провязали. Затем мы делаем воздушную петлю
и 2 накида на крючок. И уже в 4-ю петлю подъема мы провязываем столбик с 2 накидами. Провязали мы этот ряд до конца. Вяжем 5-й ряд. Набираем 4 воздушные петли подъема и 5-ю петлю по узору. Перевернули нашу работу. В нашу арочку, в первую арочку, мы, как всегда, провязываем 3 столбика с 1 накидом. Первый столбик, второй столбик и 3-й столбик. Далее мы будем с вами вязать выпуклые лицевые рельефные столбики с 1 накидом. Делаем накид на крючок, заводим крючок, обхватываем тело столбика. Так, сейчас покажу поближе. Вот у нас столбик, вот он, вот он. Делаем накид на крючок, заводим крючок, подхватываем тело столбика, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Вначале провязываем наш накид, затем провязываем 2 петли на крючке. И так далее. Накид. Переходим к следующему. Точно так же подхватываем тело столбика, захватываем рабочую нить, вытягиваем, вновь захватываем рабочую нить, провязываем вначале накид и затем провязываем 2 оставшиеся петли на крючке. И так мы вяжем до середины, не пропуская ни единого столбика. Вот я довязала до центра нашего бактуса рельефные столбики. Вот также провязываю выпуклые столбики, которые мы провязывали по центру. 2. Затем накид, и под арочку мы вновь вывязываем 2 столбика с 1 накидом, две воздушные петли и вновь под эту же арочку 2 столбика с 1 накидом провязываем. И далее переходим ко второй половине, и точно так же мы до конца провязываем выпуклые рельефные лицевые столбики с 1 накидом. Столбик в столбик предыдущего ряда. Довязала я эту сторону до конца. Как я уже говорила, да, у нас 4 воздушные петли, 5-я по узору. В 5-ю петельку мы провязываем 3 столбика с 1 накидом. Провязали. Далее воздушная петля, 2 накида на крючок, и в 4-ю верхнюю петлю подъема мы провязываем с вами столбик с 2 накидами. Мы завершили с вами 5-й ряд. Далее мы с вами будем вязать 6-й ряд. Набираем
4 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, 4, пятую петлю по узору переворачиваем, накид, и как всегда мы в нашу арочку в самом начале провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязали. Далее провязываем одну воздушную петельку, пропускаем 3 столбика, вот где мы провязывали из одной петельки, да, мы их пропускаем, и в следующий столбик, он получается 4, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот этих 3 мы пропустили, вот наш 4 столбик, и в этот столбик мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Далее 1 воздушная петля. Точно так же мы пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и в 4 мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Вновь провязываем воздушную петельку, вновь пропускаем 3 столбика в 4 столбик предыдущего ряда, опять провязываем 3 столбика с одним накидом. Вновь набираем воздушную петлю, пропускаем 3 столбика в 4, также провязываем такую же комбинацию из 3 столбиков с одним накидом. Набираем воздушную петельку. Здесь в конце мы подошли уже к центру. В конце мы точно так же пропускаем 1, 2, 3 столбика. И в последний, вот он, 4-й последний, мы с вами провяжем 1 столбик с одним накидом. Вот так. Далее воздушная петля. И под нашу арочку мы вновь провяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Провязали. Провязываем воздушную петельку, и в самый первый столбик предыдущего ряда мы провязываем 1 столбик. Вновь провязываем воздушную петлю, отсчитываем 3 столбика, 1, 2, 3, и в 4, как и по этой стороне, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязали, воздушная петелька, вновь отсчитываем 1, 2, 3, 4, провязываем такую же комбинацию. И так мы вяжем, воздушную петлю я провязала, и так мы вяжем с вами до конца. 1, 2, 3, в 4, 1, 2, 3, провязала, воздушная петля, вновь отсчитываем 1, 2, 3, показываю, чтобы лучше видно было, 1, 2, 3, и в 4 столбик такая же комбинация, 1 столбик провязываем, 2 столбик провязываем,
и третий столбик с одним накидом. Провязали. Воздушная петля. Вот этих 3 мы пропускаем. И, как и всегда, да, как и в каждом ряду, мы в 5-ю петельку провязываем комбинацию из 3 столбиков. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Затем вновь воздушная петля и 2 накида на крючок. И в 4-ю верхнюю петлю подъема мы провязываем столбик с 2 накидами. Мы провязали этот ряд. Далее мы с вами вяжем 7-й ряд. 1, 2, 3, 4 петли подъема, 5-я петля по узору. В арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. Воздушная петля. И теперь в каждую арочку, мы будем провязывать по 3 столбика с одним накидом, вот как в предыдущем ряду. Вот первая арочка, мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Между ними мы будем провязывать воздушную петельку. Провязала воздушная петля. И так мы с вами будем вязать до центра. Мы в каждую арочку провяжем по 3. Здесь вот, где мы провязывали 1 столбик, вначале мы сюда провяжем 3 столбика с одним накидом, затем воздушная петля, затем мы перейдем вот сюда. Также провяжем 3 столбика с одним накидом. И здесь мы с вами встретимся. Вот довязала я почти до центра. Набираю воздушную петельку и провязываем наш центр. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и вновь туда же 2 столбика, 2 столбика с одним накидом. Провязали. Воздушная петля. Вот наша первая арочка перед столбиком с накидом, да, мы провязываем под эту арочку 3 столбика с одним накидом. Воздушная петелька, не забываем. И далее мы под каждую арочку мы провязываем с вами по 3 столбика. Здесь в конце, как всегда, мы в 5-ю провязываем 3 столбика с одним накидом, воздушная петля, и в 4-ю петлю подъема мы с вами провязываем столбик с 2 накидами, и наш ряд будет готов. Довязала я 7-й ряд до конца. Вяжем 8-й ряд. Набираем 4 воздушные петли подъема, переворачиваем, 5-я петля по узору. Как и всегда, под арочку 3 столбика с одним накидом, и далее мы в каждый столбик предыдущего ряда, включая наши арочки из одной воздушной, да, мы провязываем столбики с одним накидом. Столбик в столбик. Там, где у нас арочка, мы под арочку также провязываем столбик с одним накидом. Под арочку я также провязала столбик с одним накидом. Сейчас провязываю столбик с одним накидом. Последние вот эти 2 столбика предыдущего ряда.
И теперь под арочку из двух воздушных по центру мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные и туда же 2 столбика с одним накидом. Эту сторону мы провязываем точно так же. Столбик в столбик. Под арочку мы также провязываем столбик с одним накидом под каждую арочку. Доходим до конца. В конце мы также провязываем столбик в столбик. И здесь, как всегда, в 5-ю воздушную петлю мы провязываем, ну отсюда на первая, если с этой стороны, то 5-я, да, провязываем 3 столбика с одним накидом, затем воздушная петля, и в 4-ю верхнюю петлю подъема мы провязываем столбик с 2 накидами. Довязала я этот ряд до конца. Это у нас был 8-й ряд. И вяжем следующий 9-й ряд. Набираем 4 воздушные петли подъема, переворачиваем. Еще одна петля по узору. В первую арочку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. И в этом ряду мы вновь с вами провязываем выпуклые лицевые рельефные столбики с одним накидом. Делаем накид на крючок, заводим крючок, обхватываем тело столбика и провязываем лицевой рельефный столбик. И так мы с вами вяжем до середины. В середине мы провязываем вот в конце, провязываем эти столбики. В середину мы вновь провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные, 2 столбика с одним накидом. И по этой стороне также провязываем рельефные столбики, выпуклые рельефные столбики с одним накидом. Точно так же доходим мы с вами до конца, и здесь мы в 5-ю петельку провязываем 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, и в 4-ю петлю подъема мы провязываем с вами столбик с 2 накидами. Довязала я 9-й ряд до конца, и далее наши ряды с вами будут повторяться. Повторяться ряды будут с 6-го ряда, вот он, по 9-й ряд. Вот этих 4 ряда у вас будут повторяться до того размера бактуса, который вы пожелаете. Вот так наш бактус выглядит по лицевой стороне. Но вся красота этого бактуса заключается именно в изнаночной стороне. Посмотрите, как красиво, как рельефно все это смотрится. Чем дальше вы будете вязать, тем более красивый будет у вас бактус. Вот так он выглядит на однотонной пряже. Я считаю, что достаточно красиво. Как я уже сказала, далее вы будете продолжать, повторяя с 6-го ряда. И вяжите до того размера, который вам подходит. На этом мой мастер-класс закончен. Вяжите с удовольствием.